Добрый день. У микрофона в студии «Радио Свобода» Сергей Данилочкин. Так случилось, что 11 сентября я вел дневные выпуски программы Liberty Life «Свобода в прямом эфире». Начнем, как обычно, с заголовков новостей часа. В Чечне продолжается минная война. В Баренцевом море водолазы продолжают работы на корпусе затонувшей подводной лодки «Курск». В Киргизии возобновились бои с исламскими экстремистами. За стеклом я видел режиссеров, а за спиной у них висел экран телевизионный, на котором крутился тогда CNN. Yeah, hi. I'm on the 106th floor of the World Trade Center. We just had an explosion. Я вижу здание близнецов Всемирного торгового центра, и как мимо пролетает какой-то самолетик, и я понимаю, что он втыкается в одно из зданий. Этот террористический акт произошел без 10:09. Мы окончательно увидели настоящее страшное лицо 21 века. Мы только начинали эфир, когда первый самолет влетел в башню-близнецы. Свидетели утверждают, что самолет врезался в 110-этажное здание между 80-м и 85-м этажами. We had smoke, and it's pretty bad. Вот это произошло, и надо что-то говорить, а ты не очень понимаешь вообще, что происходит. You can see the black smoke. Keith Brown, man, Olivia West, I'm trapped in the rubble. На дежурстве была Мария Клайн, Маша Клайн. А сейчас краткая сводка новостей. Выпуск подготовила и читала Мария Клайн. Но она еще не знает, что одно из зданий уже обрушилось, и что там пожар. Она понимает, что что-то произошло, отодвигает мне одну страницу, и мне надо было за вот эти несколько секунд ей написать что-то, чтобы она поняла. А у меня почерк корявый, это я тороплюсь. И вот по этим моим заметкам, которые не представляли собой связанного текста, а были какие-то ключевые слова, она вдруг начинает воссоздавать картину того, что я ей хотел сказать. А когда вылетает второй самолет, тут уже было понятно, что произошло. Это не значит, что мы не были в состоянии шока, да? Но мы вот начали работать, мы пошли в эфир. Ну, наверное, самый тяжелый эфир в моей жизни. Трудно не эмоционально оценивать то, что произошло. Юра Жигалкин, я помню, был настолько потрясен теми фактами, которые он узнал, что он открыл свой репортаж фразой «Представляете? Рухнул целый город». I can hear you. The rest of the world hears you. People who knocked these buildings down will hear all of us soon. В 2001 году, после 11 сентября, теракта в Нью-Йорке, начались другие времена. Вокруг здания поставили бетонные надолбы, и мы их можем видеть на старых фотографиях. Была история, я ее называю «Подвиг монтера». Человек, который где-то в районе вокзала, видимо, у него каждый день был такой ритуал, он после работы приходил туда пить пиво. В тот момент, видимо, не осознал вот этот барьер, он просто подумал, какое-то препятствие. Кое-как, значит, с этой сумкой через него перебрался, идет дальше, и вдруг за ним бегут автоматчики. Он кидает эту свою сумку. Его догоняют, заламывают, эту сумку решают взрывать. В итоге приехала какая-то собака, все ее обнюхала, что там посмотрели, открыли инструменты и его отпустили. В общем, конечно, дискомфорт жителям Праги мы немножко доставили.
А после этого вокруг радио стали дежурить автоматчики, подогнали бронетранспортеры. Правда, там была эта целая история, когда какое-то элитное подразделение гнало там свои бронетранспортеры. О, это было очень смешно. Это была история, когда там выехало 5 броневиков, один не смог выехать, один сломался по дороге из Брно в Прагу, один на повороте заглох, там и остался. Все они сломались. Потом у одного, который поставили почему-то рядом, украли фонари, потом куда-то подбросили, чуть ли не в музей армии. Это был почти учебный корпус, потому что однажды очень рано утром, проходя на работу, спеша на какой-то утренний эфир, я увидел, что солдатик чешский открывает люк бронемашины и вынимает оттуда страшный военный секрет – пачку кефира. И завтракает. Вот так нас охраняли. Это было другое время. Можно было приводить, приносить еду, выпивать, приходить со знакомыми. Я еще помню те времена, когда для того, чтобы войти, было достаточно вот просто показать какую-то там свою карточку. Можно было, в общем, входить довольно свободно. Я очутился в каком-то таком бурлении. Живая редакция, живое обсуждение. Я зашел в кабинет Руслана Гелисханова, и там висел портрет Высоцкого. Я понял, что я попал как бы в мир, где какие-то вот общие знаки, может быть, общие ценности, может быть, общие какие-то слова. Ну, конечно, вот эта веха переезда, когда очень сильно обновился состав русской службы. Сюда переехал Юрий Гендлер, более опытного, профессионального и предвидящего, и мудрого человека на моей памяти не было. Человека, прошедшего лагеря, с огромным жизненным опытом, с большим чувством юмора, с сарказмом, который отличался тем, что он выбирал сотрудников себе подчиненных по принципу «умнее меня». Он книги мог пересказывать, просто вот один раз прочитав. Разговоры, которые Солженицын вел с заключенными в свое время, мне страшно напоминают мне мой собственный опыт. Будучи политическим сидельцем, он другим заключенным по памяти пересказывал книги. Вот. И они от него этого хотели. Я уже сидел в несколько иных лагерях, в тех лагерях, где все-таки проблема выжить не стояла так остро, как она стояла во времена Солженицына. Очень часто разыгрывали старика Гендлера, особенно какого-нибудь 1 апреля, знаешь, когда там записывают программу, где сплошные охи-ахи, ошибки и оговорки. Продюсер, простите, пожалуйста. У нас было внутреннее вещание, как бы, в точке, внутри здания. На 1 апреля мы с продюсером сделали час эфира из наших ошибок. Там бух-бух. И всяких дурацкостей. вот это вот внутренний монитор. Гендлер всегда слушал программы. Просто буквально целый день у него под сурдинку это играло. Это, говорит, по-моему, психическое расстройство. Убедительно было. Он сидел, сначала не понимал, потом как вылетит красный, влетает в студию. Что это такое? Что это такое? Я говорю, тихо. Извините, нет, это только на внутреннюю аудиторию здесь. Кто это сделал? Я говорю, я. Гениальный ответ совершенно. Я на радио до этого не работал. Я работал только в газетах. То есть писал, и там нету этого чувства, что ты говоришь, и тебя кто-то слушает. Ты просто написал текст, сдал его, ну и хорошо, прочитали, и славно. А здесь это было ощущение, как будто ты говоришь вот в какую-то тьму, но эта тьма тебя слушает.
Ну, ляпы, естественно, были. Мало кто из начинающих их может избежать. Я сажусь. Включает красный фонарь продюсер. Я говорю, говорит Радио Свобода. У микрофона. И тут я понимаю, я забыл, как меня зовут. Ну, отшибло. Нервы. Программа большая впереди. 50 минут вести программу. Я смотрю на глаза продюсера, режиссера за стеклом. Идет. Я спохватился. И вдруг я вспомнил. Иван Толстов, говорю я. Продюсер лег лицом на пульт. Ну, потом, со временем уже, когда ты ни год, ни два, даже не 5, не 10 сидишь в эфире, кажется, что ты можешь уже в любом состоянии вести эфир. Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на нашей волне. Мы, кстати, были очень прогрессивными, и мы сами втихаря в 97 году, до того, как радио еще, как корпорация проснулась на эту тему, мы открыли свой веб-сайт. Я вспоминаю с такой легкой улыбкой наш старый сайт. Он был еще такой очень примитивненький. Логотип был другой, но логотип был хороший. Колокольчик такой. Колокол свободы. У них ночью упомянутый Тёма Лебедев приезжал, нам помогал с дизайном. Тогда еще, ну как помогал, менторски так потрепал и уехал. Я пришла, когда директором русской службы был Марио Корти. Он довольно часто появлялся в московском бюро. И, по-моему, чуть ли не он был инициатором вот этой вот идеи ротации журналистов. И приезжали из Праги журналисты, работали в Москве, из Москвы в Прагу. Запомнился Нордост. Тогда я как раз был в Москве в командировке. Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост». По разным оценкам в зале находится до 700 зрителей. И вот это все, что называется, перед нами разыгрывалось непосредственно. Нападавшие ворвались, усадили актеров в первые ряды зала и заявили, что могут заминировать или уже заминировали зал. Это было совершенно ужасно. Сейчас в Москве работают наши корреспонденты, и я передаю линию в Москву своему коллеге Андрею Шарому. Я еду в лифте на работу, и мне уже звонит продюсер главный и говорит: Андрей, никому не звони, мы уже собираемся и так далее. Мы пытаемся выйти на связь с нашими корреспондентами Максимом Ярошевским и Мумином Шакировым. Вдруг раздается звонок, звонит мне Максим Ярошевский, наш тогдашний молодой корреспондент, пьяный в дюпель. Ну, не пьяный, не в дюпель, но довольно сильно под шофе. И он говорит: я у друга, и я вижу Дубровку из окна его. Но я не могу выйти в эфир. Максим, здравствуйте, где вы находитесь, что происходит вокруг вас? Я нахожусь непосредственно около. Очень много снайперов, очень много милиции здесь вокруг. Все перекрыто, весь район перекрыт. Народ волнуется, я не знаю, ну и так далее. Я говорю ему: Максим, эфир через 10 минут, мне надо дойти и сесть в студию. Иди в ванну под холодный душ, становись и выходи в эфир. Он это и сделал. Максим, есть сообщение о том, что были слышны несколько выстрелов. Да, были выстрелы. У меня был свидетель, который сказал, что у него там находится жена и дочь, которые пошли на Нордост. И таким образом мы вышли вовремя с хорошим репортажем человека, который говорил хрустальным голосом. Андрей, пробегает по улице милиционеры, ОМОНовцы, вооруженные, в касках и так далее. И уже видно, что оттягивает народ именно от этой площади, около Нордоста, около именно этого дома культуры. Мы тогда были просто все в полном оцепенении.
Вот как ни странно, у нас было 3 человека, кто прошел боевые зоны. Был Андрей Шарый, я и еще один. Просто для человека, который прошел войну, мы прошли Югославию, там, Афганистан в моем случае, мы чуть-чуть по-другому работаем, психика по-другому работает. У меня мама однажды спросила: тебе никогда не снилось то, что ты видела в Сараево? Я говорю: ты знаешь, мама, никогда. Я, извините, был полевым корреспондентом на войне, у которого не было мобильного телефона, потому что их не существовало. Я помню ситуации, когда бомбили сербы Загреб. Я писал тексты в подвале, а поднимался в квартиру и, значит, звонил. На линии из Загреба Андрей Шарый. Югославская война замыкает проблему беженцев в порочный круг. Сразу несколько потоков беженцев движутся сейчас по бывшей Югославии в разных направлениях. Я в 99 году был военным корреспондентом в Албании на границе с Югославией. И я помню, как к границе шли тысячи косоваров. Их гнали как скот. Они приходили, доходили до границы, молча пересекали границу и начинали выть. Плач, рыдания, всхлипы, детские голоса. Это была акустическая трагедия. Конечно, все эти ситуации, когда у тебя есть свой репортерский опыт, ты переживаешь по-другому и понимаешь по-другому. И ты понимаешь, что спросить. Ты понимаешь, что корреспондент не договаривает, где надо додавить его с точки зрения профессиональной, а где можно и чуть-чуть отпустить. Поэтому, да, этот опыт важен. Признаться честно, все, кто работал в московском бюро, конечно, хотели побывать в Праге и поработать. Я-то вообще не планировала переезжать в Прагу, потому что у меня правозащитная программа, и нужно ходить по судам, и нужно общаться с людьми. И довольно сложно, признаюсь честно, вот уже спустя 4 года делать правозащитную программу о правах человека в России, когда ты сидишь в Праге. Находимся ли мы здесь в безопасности? Да, конечно, нам здесь более безопаснее, чем в Грозном, в Махачкале или в Москве. Но в то же время для журналистов из Северного Кавказа, особенно из Чечни, я бы не сказал, что это прямо безопасно, с учетом того, что критики режима Кадырова, они довольно сильно пострадали. В миссии «Радио Свобода» там говорится о том, что главная наша задача — это жителям тоталитарных государств, в которых нет доступа к свободной прессе, рассказывать о том, что реально происходит в их странах, и о правах человека, о том, что вообще-то такие права есть в целом, но что где-то люди живут иначе, и что в конце концов есть всеобщая декларация прав человека Организации Объединенных Наций. В этой декларации говорится, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Наши материалы, расследования, преследование женщин, преследование ЛГБТ-людей, о чем-то, что не соотносится с общечеловеческими, скажем так, правами. Мы как раз-таки в той позиции, чтобы показать аудитории, и что нельзя ущемлять права других, если ты хочешь, чтобы твои права тоже соблюдались.
в то время, когда был Дмитрий Анатольевич Медведев, недолгое время президентом Российской Федерации, в качестве промо на радио межпрограммки крутилось его высказывание о том, что свобода лучше, чем не свобода. И произносились они с надеждой. Я абсолютно с этим согласна. Свобода лучше, чем не свобода. Вы знаете, я глубоко убежден в том, что у нас не может быть абсолютно никакого развития, и страна не будет не иметь никакого будущего, если мы подавим гражданские свободы и прессу. Это важнейший, на самом деле, институт, который гарантирует государство от скатывания в трясину тоталитаризма. Следующая веха, когда, собственно, российские власти и Владимир Путин стали активно бороться с независимой журналистикой. Вот, уважаемый Владимир Михайлович. Да. Да. Вот вы сейчас руководите одним из крупнейших средств массовой информации, общенациональным телевизионным каналом НТВ. В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода». Был такой грех. Вот. Черный эпизод его полиции. Ну вот, неважно, черный, белый. Это не я сказал, это не мой контент. А теперь вы возглавляете, и когда начали возглавлять? Достаточно давно уже. Общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма? По мере того, как Путин стал гайки затягивать, мы почувствовали это раньше других. Вот эта региональная система ретрансляции, в том числе потому, что в начале 2000-х нас ретранслировали чуть ли не 50 радиостанций в 50 регионах. Екатеринбург и Свердловская область могут слушать «Свободу» на волне 330 метров, частота 909 килогерц. У нас были такие переклички, когда проходили выборы, которые еще более-менее можно было считать выборами в нулевые годы, когда корреспонденты из разных уголков России сообщают, вот там прошло голосование, вот там столько-то проучаствовал, вот такие-то партии, вот такие-то происшествия. И первый, кто подключился, исходя из часовых поясов и так далее, был человек, корреспондент с мыса Провидения. Это такой мыс, который очень близок к Соединенным Штатам. Америка Чукотка! Америка Чукотка! Выборы закончились. Мы победили в открытой и честной борьбе. Слава России! Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский. Ну, а у меня на сегодня все. Это было давление, которое началось очень в ранних 2000-х годах, когда еще, в общем, о политических репрессиях вроде как речь не шла, но наша аудитория стала сжиматься очень быстро, к сожалению, не по нашей вине. Но есть такая ядерная некая аудитория, это чисто психологическая вещь. Она не социальная, она не экономическая, она не материальная, это психологическая аудитория. Людей, которые объединены жаждой узнать, как на самом деле. И вот до тех пор, пока Радио Свобода ведет себя честно перед самим собою и перед своей аудиторией, у нас будут слушатели. И это зависит только от нас. Ни от каких других обстоятельств или людей. Ни от денег, ни от финансирования, ни от политических взглядов. Нас много раз пытались закрыть. В эфире «Радио Свобода» программа. Была такая значительная катастрофа 2012 года, когда в результате неумелого менеджмента 44 человека из московского бюро были уволены буквально в один день. Послушайте, что происходит в эфире. Стоял вопрос о том, чтобы значительно уволить и пражских сотрудников. Программу ведет Маша Гессен. Это были ошибочные действия по
лишению Радио Свобода, по вырыванию у нее некоего мировоззренческого и политического жала. Это будет уже что-то совсем-совсем другое.